Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте сегодня посмотрим о мужчине, есть ли у него тайна, и если есть, то какую тайну он вот держит, да, никому не рассказывает. И, может быть, даже вы скоро узнаете о ней, об этой тайне. Сначала буду смотреть, какой мужчина, чтобы вы понимали, о ком речь, да, о том, о ком загадываете, может быть, или может кто-то еще новенький придет здесь, о ком давно не думали даже. Так что, да, можете загадать мужчину, проговорить его имя, но сигнификацию я буду делать, чтобы понимали, кто это, чтобы он рассказал о себе, ну и потом о своих тайнах. Что там у него, да, что там у него происходит. Такой вот расклад. Мужчина, приходи, расскажи о себе, опиши себя, и вообще пусть даже карты просто опишут тебя. Давай, приходи, энергетически приходи. Угу. Все, семерка мечей, первая карта, но это же обман. Это обман. Ладно. Тройка мечей, разбитое сердце. В любви любовь. Маг выходит. Через магию. Разбитое сердце. Обманная любовь. У него в жизни обманная любовь. А что такое обманная? Ты что думаешь? Именно. Жезловые дороги. Воспоминания. Тяжелые воспоминания. Выбор какой-то будет делать и должна, наверное, сейчас даже уже что-то делает. Возвращение куда-то, хочет вернуться к вам. Вот вы, императрица, карта императрицы. Это как бы в раскладе, ну, это больше ваша карта. Итак, магия мне не нравится, особенно посередине. Значит, что-то было сделано на него, на любовь, на разбитое сердце. Знаете, он вспоминает вас. Вот, воспоминания как императрицу, но вашу любовь разбили. И сердце ранено было и у него, и у вас через магию. Может быть не магия, а манипуляции, очень сильные манипуляции, потому что около мага еще и семерка мечей. Семерка мечей — это обман человека, это манипуляция. Кто-то его обманул, либо манипулировал. И да, вы не вместе в этом раскладе. Если вы вместе, ну, значит, следующий расклад будет для вас. Посмотрим там, что будет, да. Но здесь нет, вы не вместе. Нет. Он хочет вернуться. Он реально хочет вернуться, но он как между двух огней сейчас. Он как будто слушает, кто же ему что подскажет, кто ему что поможет. Он как разбит на сегодняшний день, разбитый в чувствах человек. Знаете, он на картах здесь как бы вышел раздраженным. Вот чувствуется его энергия. Раздраженный, эмоционально нестабильный на сегодняшний день человек. Он чувствует себя одиноким. Даже в собственном доме. Четверка жезлов. В собственном доме, среди людей, либо просто в собственном доме, и люди тоже есть. Тоже есть. Рядом с ним. Он чувствует себя одиноким. Он чувствует себя разбитым. Он испытывает серьезный внутренний кризис, скажу так. Как будто кто-то постарался. Видно, не видно, вам то близко показываю, иногда размывается рисунок. Вот такая карта. И он завидует.
У него есть зависть, представляете? Он завидует. А кому ты завидуешь? В смысле? Тут пусто. Он завидует семьям, он завидует людям, любым в принципе. То, что у них есть, у него нет. У него нет того, что есть у некоторых людей. И он завидует. Он завидует, у кого есть семья хорошая, где они обнимаются, где они разговаривают друг с другом. Он одинок. Он завидует. Он сидит в компьютере постоянно. Он постоянно, он не может уснуть без, я не знаю, то ли светильника, то ли музыки какой-то, то ли телевизор включит и не смотрит его, но чтобы он работал. У него именно, он боится темноты, этот человек, этот мужчина, он боится темноты. Он, кстати, боится воды. Он любит купаться, он умеет плавать, умеет. Но он боится, он не скажет. Нет, он не скажет. Иногда самому близкому человеку он может это сказать. Но он боится воды. Может, глубины. Но что-то такое было в его жизни. То ли его кто-то толкнул в воду. Может, в детстве, а может быть, уже и не в детстве. Недавно, может быть, даже. И он ударился. Но с ним все нормально. Было такое, что он в воде что-то потерял. Цепочка, крестик, кольцо, может быть, носил там, ну что-то типа этого. Может быть, еще что-то упало там в воду и так и не нашел. Было такое. Он боится воды. Ну, об этом, да, об этом реально говорить не будет. Зависть есть к людям, у которых все хорошо. Он никак не может понять, почему у меня нет такого. Что не так? Ага. Так, ну он часто ведет себя эгоистично. Ну, вот он отшельник. Он такой по 9-му аркану. Еще и двойка мечей выходит. Как закрытость и как крестик на чем-то поставил уже. Да, бывает, что он ведет себя эгоистично, бывает, что пытается манипулировать обстоятельствами, но сейчас он чувствует совсем другое. И он чувствует, что его дороги закрыты. Реально его дороги закрыты, и вот он боится воды. Какие тайны? Или какая тайна у тебя есть? О, разрушение. Это башня, это разрушение. Ну, как башня. Это что-то... Он боится людей... Нет. А может, и да, людей каких-то. Он боится в форме людей. Я не знаю, ты воровал что-то, что ли? Тут дьявол. Тут не скажет карта. Здесь дьявол. Здесь что-то есть по этой карте в его жизни такое, что он боится какого-то человека или каких-то людей, которые форму носят. Есть такое. Это его тайна. Это его тайна, он не скажет об этом. Реально. Почему ты это не говоришь кому-то? Нет, нет, нет. На все воля Всевышнего, как он говорит, или кого Бога, не знаю, там опять же, да, небес. Но это карта 20-го аркана. Ну, в смысле, высшего суда. Высшего суда карта. Это когда высшие силы его вроде бы как защищают. Но это его тайна.
Он не скажет, что он боится кого-то в форме. Я не знаю, врач это в форме, там еще кто-то, да, но он боится кого-то в форме. Это его тайна. Возможно, даже вы вот через расклад узнали, а может быть даже и скоро вы это узнаете, потому что может что-то даже произойдет. Либо наоборот, судьба, 20-й аркан вышел, может быть судьба спрячет его от чего-то плохого. Как-то так даже. Ну, пустота опять. Да, как будто бы его нет. Может, судьба его спасает сейчас. Хотя он тоже много чего сделал неправильного в жизни. Но судьба его сейчас от чего-то плохого спасает. Если он действительно это будет понимать, он может очень сильно измениться. Ну, где-то через какое-то время, не знаю, мне идет год. Что-то должно закончиться в его жизни, и он как будто бы вздохнет легче, он другим будет, он как будто бы из какого-то заточения выходит, из какой-то клетки. И он идет, вот он ждет этого момента, он идет к своему чему-то. Вы знаете, он вас любит. Вы для него стабильность, но вы не вместе. А еще тайна какая? Пятерка мечей, королева. У него есть тайна, и это точно он не скажет. Только если не расслабиться в чем-то, может проговориться, а так нет. У него есть тайна, которая держится в нем. Он разочаровался в себе и в своих достижениях. Он скрывает чувство стыда из-за того, что не сбылись ожидания. И ожидания и любви, и материальные трудности у него есть. Ну и, может быть, даже психологические проблемы. Вот так вот. У него есть что-то, что он скрывает, и он будет это скрывать. Ну как же, он же должен быть мужчиной, вы что? Да, он такой. Но он разочаровался в себе, и это не скажет. Еще карты указывают, что он тайно следит за жизнью вашей, кстати. Был, да, такой расклад, следит ли он? Да, он следит. И вот этот, я не знаю, они одинаковы с тем раскладом, вот эти мужчины, но этот тоже следит. Этот тоже следит. Вот, не знаю, через соцсети. Может быть, через расспросы кому-то приходит и спрашивает, а как там у нее, а что у нее. Да, про вас расспрашивает, действительно расспрашивает. Знаете, такое впечатление, что он испортил вот этот водоворот жизненный. Это колесо фортуны, которое он неправильно вот перешел. Он должен был оставаться, а он куда-то вот перепрыгнул. И по четверке мечей, в принципе, идет выздоровление, но все равно он плоховато себя ощущает сейчас. Да, у него есть тайны, но тайны больше касаются его вот этого жизненного разлада. А какое у тебя отношение к девушке, которая смотрит? Семерка кубков, вы его мечта. Как-то так. Вот приходит куда-то и мечтает, сидит. Отражение смотрит, да? Что он справится, что у него получится, что придет фея волшебная и что-то починит в его жизни. Да. У него сильное сожаление. Пятерка жезлов, да, у него сильное сожаление, что кто-то остановил его на полпути,
как говорится, да, и высадил с кибитки, или как это сказать, с машины, с дилижанса, не знаю, вот какие-то воры, разбойники, проследили его жизнь и вытолкнули его. Вас развели, разошлись вы из-за кого-то. Вот, может, из-за чего-то. Но как-то так. В его мыслях есть глубокие сожаления о прошлом. Знаете, он понимает, что он совершал ошибки. Если бы была возможность, что бы ты делал? Если бы была возможность, он бы поступал иначе. Тогда он не догадывался, что он так делает, и это будет плохо ему. Он бы поступал иначе. Так. Четверка кубков. Но это когда судьба дает, но человек все равно чувствует себя каким-то неправильным, боится, что упустил шанс на счастье с вами. Вот. Боится, реально боится. Карты, кстати, показывают возможность восстановления отношений, но через преодоление трудностей и серьезный разговор может это получиться. Ну, тройка жезлов — это преодоление трудностей и новый подход к ситуации, новые дороги. Ну и как вы к этому относитесь, королева кубков? Как вы к этому относитесь? Знаете, здесь действительно восстановление отношений может быть. Вот. Если вы этого хотите, он скоро будет на вашем пороге. И там, как по картам, ну вот, как с нуля, да, он скоро будет на вашем пороге. Как по картам, здесь важно будет обсудить прошлое и отпустить старые обиды. Либо прошлое вообще не вспоминать. Если оно давит, тогда обсудить, но по-хорошему. Ну, как-то так. Знаете, вот здесь по картам, если вы хотите быть с ним, вам рекомендуется сохранять решимость, но не торопиться. И доверяйте своей интуиции, она очень у вас такая правильная и весомая. Вы встретитесь в нужный момент с этим человеком и будете общаться, разговаривать. И сделайте так, как действительно вам надо. Ну, у вас хорошо все должно быть. Вот действительно должно быть все хорошо, если вы действительно хотите быть с этим человеком. Он потихонечку идет на исправление. Если не хотите, как бы он там ни старался, ну, вы не хотите этого, значит. Так и будет, да, исправлен, не исправлен, но он так и будет там страдать, может быть, что-то для себя найдет, но никогда вас не забудет. Однозначно. Ну, по картам. Забудешь или нет? Ну как он может забыть? Он будет стареньким, но он всегда будет помнить вас, вот такой вот юный, интересный, и что лодочки разошлись, да, и всегда будет ждать, а вдруг вы к его дому тоже подъедете, подплывете. Вот так вот ответ карты. Вот. Так, что еще? Что еще здесь карты скажут? Ну, ему сейчас тяжеловато, как всегда. Карты почему-то в последнее время говорят. Девятка жезлов, он выходит из сложности. Десятка жезлов — это тяжесть. И такой вот паж жезлов, когда он, да, за что-то берется, что-то делает, опять пустая карта выходит. Опять пустая карта выходит. Он перестал любить себя. Знаете, здесь он старается выглядеть уверенным, сильным, но он чувствует, что как будто бы он пустое место. О, это да, это его больно бьет. Может быть, даже ему кто-то сказал об этом, что ты пустое место. Он никогда не брал это в голову, а в последнее время он почему-то начал... начало капать на него. Вот это вот, что я пустое место. Ну, несколько раз выходит одна и та же вот эта пятерочка именно пустоты. Так оно и есть. Знаете, он глубоко стыдится того, что не смог добиться того, о чем мечтал. Ну, пустота.
Ему кажется, что он ничего из себя не представляет. И что это чувство поражения, вот, да, оно может его сгрызть. Ну, такая вот пустота именно по пятерке. Как туман, как будто бы вот образ в тумане, но не цельная такая целостная личность. И это тоже его тайна, скорее всего. Он переживает какой-то кризис из-за того, что не получается что-то вернуть, что высшие силы, да, он просит помощи, но как-то все стоит на месте. Он не знает по Верховной, как быть дальше, потому что любовь, хочется, чтобы любовь была в его жизни, а ее нет. Ее нет. У него одиночество. Кстати, у него были отказы. А ну. Как будто бы его увели, как будто столкнули. У него были отказы. Либо он кому-то отказал, либо ему отказали, может быть, в работе, может, даже в любви. Кто-то вот признавался ему, он сказал: нет, не хочу. Может быть, вы ему отказали. Вот как-то так. Ох, как у него оно в голове крутится. Неудачи, неудачи. Да, он пытается это скрыть, создавая фасад успешности. Знаете, за внешней бравадой скрывается раненый человек, который боится, что упустил свое счастье, а время идет, а он остается один, даже если не один. Если ты не один, то почему так все? Потому что он любит другого человека. Вот если он не один, нету там любви. Да. Четверка, потому что он свое любит, но не то, что рядом. Если он не один, этот мужчина сейчас, с другой женщиной, допустим, да, он ее не любит. Четверка пентаклей — это я люблю то, что свое, то, что в голове у меня, а в голове у него вы. И хоть что тут говорите. Будет создавать браваду чего-то там, да, что он такой император, того, что там все от него без ума. Но на самом деле разбитая сущность человеческая у него сейчас. Он хочет помощи, поддержки. Время идет, но он один. Ему не интересно там, где он есть. Так, это королева мечей. А здесь карты. Ага, дьявол еще, да? Дьявол, действие, королева мечей. Ну, восьмерка бубен, пентаклей. Смотрите, вы очень сильно во что-то вкладываетесь и в мысли о том, что было. Где-то хочется еще раз поплакать, может быть. Либо кого-то поругать, может быть. Да, а как, по-другому психика человека, она разная, бывает так. Но вам сейчас нужно позаботиться о своем здоровье. Ваш успех в личном плане зависит сейчас от вашего внутреннего спокойствия и верного принятия решения. Вы примете правильное решение, если будете внутренне спокойны. Вы успокойтесь, и вы знаете, что делать. Знаете, вы действительно не должны переутомляться, потому что у вас идут изменения в прекрасную, нужную сторону. Здесь больше подумайте, сделайте, и вы обойдете какого-то чертика, какого-то дьявола. Вы действительно обойдете, как по кругу все закрутится. Он еще и, не знаю, там будет смотреть и думать: да как это так? У меня все плохо, а у нее хорошо. Мужчина ли это? Может быть, кто-то еще, который хочет вам сделать плохо. Но вы это все просто как каким-то кругом отмахиваете от себя. Действительно, здесь как крутится.
Ну, вроде бы все. Вот такой вот мужчина приходил. Давайте напоследок посмотрим, что еще карты скажут. Туз, шахматная игра, туз пентаклей, да. Новые дороги, новые возможности. Девятка кубков, люби себя, и ты выиграешь в этой жизни. Самое лучшее. Кстати, у вас есть поклонник. Возможно, даже не один, но обязательно. Вот он есть. Вот, вы живете своей жизнью, а он вот в уголке сидит. Может быть, это мужчина, который вот приходил сюда и говорит, я там где-то за ширмой, но так я хотел бы вернуться, вот хотел бы, да. Либо еще один поклонник, потому что тут идет шахматная игра жизни, но она выигрывает. Ну, вы выигрываете, потому что если вы любите себя, вы притягиваете к себе дороги совершенства. Колесница, семерочка, туз и девятка кубков. Хорошие карты, очень хорошие. А что у тебя, мужчина, там дальше будет? Ну, у него свои дороги, свои интересы. И да, возможно, даже вы скоро встретитесь. Ну, давайте в двух картах так, если вы хотите быть с ним. Придет встреча. Встреча будет. Будете разговаривать где-то в каких-то интересных местах побываете. И очень-очень большая возможность, что вы реально будете счастливы с этим человеком и уже по-другому. Если вы не хотите быть с ним, ждите. Идет какое-то исполнение чего-то нового. Это карта ожидания для чего-то нового. Смотрите, если вы запланировали что-то, что уже вот ждете, вот в этом запланированном что-то новенькое случится. Может встреча какая-то, может новая идея, может быть какие-то завязывающиеся перспективы на будущее. Но такое впечатление, что вы глоток счастья сделаете уже на днях. Угу. Вот так вот. Так, и на дне колоды очень сильная карта защиты ангелов, которая рядом с вами. Дай Бог, да будет так, да? Все, на сегодня все. Счастья вам огромадное, преогромадное. Я только на Ютубе, не забывайте. Тут подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот, ну, чтобы там себе привлечь удачу, да, через эти комментарии. Ну, для себя пишите комментарии, чтобы привлекать с этих видео удачу. Это действительно действует. Вот так вот. И до следующего видео, не знаю, там посмотрим, давайте на август, да, какой будет август. Вот. Все, жду вас на следующем раскладе, не прощаюсь. Всего самого доброго, хорошего, мирного и здорового. Вот, увидимся, услышимся. Все.